Всем привет! Наше предыдущее видео с переполненными автомобильными складами и терминалами вызвало бурные дискуссии. И это понятно, ведь люди понимают, что все это время их обманывали, и дефицита машин попросту нет. Я вместе с вами продолжаю бойкот неадекватных цен. Помните, мы на правильном пути. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Немного напомню. Появились снимки десятка тысяч иномарок, которые простаивают на складах в Московской области. На большинстве площадок находятся машины азиатских брендов. Среди них очень много моделей Haval, Geely, Kia и Hyundai. При этом на некоторых складах в большом количестве есть и машины премиальных брендов, таких как Mercedes и Cadillac. Все эти машины на терминалах ожидают отправки к дилерам. Однако автодилеры не спешат забирать машины на реализацию. Дело в том, что из-за высоких цен отечественные водители практически перестали покупать новые машины, и правильно делают. В результате собственные склады дилеров еще не опустели. В такой ситуации торговым компаниям нет нужды пополнять запасы автомобилей с центральных терминалов. Публикация фотографий с терминалов вызвала бурные дискуссии. Пользователи отметили, что площадки оказались забиты почти до отказа на фоне разговоров о дефиците машин в России, что является обманом. Большинство комментаторов обвинили в случившемся дилеров и их стремление нажиться на клиентах. Причем многие отметили, что готовы купить новый автомобиль, но не по тем ценам, которые сейчас установлены на новые машины. Вот самые яркие и интересные комментарии из предыдущего видео. Пусть стоят, за такие деньги их не скоро купят. Доллар опустился, а цены на авто поднялись. Как это объяснить? Только жадностью дилеров. Пусть стоят, сгниют. С 1 января это будут уже годовалые и двухгодовалые сараи с соответствующим ценником. Самое смешное, что цена растет, ЗП платить надо, за хранение платить надо, а качество техники падает. Солнце, снег и дожди добьют. Не уверен, что через год или два кто-нибудь вменяемый будет гореть желанием покупать у дилера типа новую машину, простоявшую 2 года на улице. А в салон придешь, машин в наличии нет, только на заказ и ждать 3 месяца. Суть капитализма в том, что эти машины скорее всего отправят под пресс, чем продадут по закупочной цене с разумной маржой. Ну и обещанная мною шутка юмора. Лидеры саммита Большой Семерки решили обсудить верхний потолок цен на российскую нефть. Это как если бы алкоголик устанавливал приемлемую для него цену бутылки водки в магазине. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Может, начнем покупать автомобили с этих складов? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, запомните, правильно говорить не ленивый человек, а человек с ограниченным желанием работать.